Крик Лианы был таким, что даже птицы замолкли. Ее прижали к земле, лицо в грязи, дыхание рваное. Тяжелый сапог давил на спину, не давая двинуться. В соседней комнате кричал Дэниел, ее муж. Потом послышался удар, треск, и все стихло. Они требовали золота. Она молчала, вкус крови заполнял рот. Мебель летела в стены, доски пола вырывали ломами. Когда поняли, что ничего не находят, потащили ее в заднюю комнату. И тогда, пока один отвернулся, Лиана бросилась в окно. Стекло рассекло кожу, но она не остановилась. Бежала, спотыкаясь, пока не увидела свет кузницы у подножия холма. Это было ранчо Кейла Ривза. Он услышал шум, выбежал наружу и увидел женщину, израненную, босую, сжимавшую деревянный ящик, будто ребенка. «Лиана?» — удивился он. «Они убили Дэниела», — прошептала она. «Они идут за мной». Кейл занес ее внутрь. Рана была неглубокой, но кровь текла. Он обработал ее виски, обвязал бок. «Спокойно», — сказал он. «Ты в безопасности». Она покачала головой. «Нет, один из них знает это место». Кейл вздохнул, отошел к стене, открыл люк под полом. «Когда я служил, мы делали тайники. Переждешь там, если они появятся». Но ждать пришлось недолго. Звук копыт прорезал ночь. 3 всадника остановились у ворот. Один крикнул: «Мы ищем женщину. Она несет то, что принадлежит нам». Кейл вышел им навстречу. «Здесь никого нет», — спокойно сказал он. «Тогда что за след крови у твоей двери?» Усмехнулся один из них. Ответом стал выстрел. Потом еще один. Кузница озарилась вспышками. Крики, ржание лошадей и тишина. Когда все стихло, Кейл стоял посреди двора, ружье в руках, дыхание тяжелое. Один из нападавших еще дышал. Кейл наклонился. «Почему вы пришли?» «Он говорил, что нашел золото», — прохрипел тот. Старик из города сказал. «И ради слуха вы убили его», — холодно произнес Кейл. «Дураки». Когда все закончилось, Лиана вышла из укрытия. В руках у нее был тот самый ящик. Кейл помог открыть замок. Внутри лежали золотые монеты. Настоящие. «Он не лгал», — прошептала она. «Хотел купить землю на западе для нас». Кейл посмотрел на монеты, потом на нее. «Он умер за это золото, а мы теперь должны выжить из-за него». На рассвете они похоронили Дэниела за домом. Тихо, без слов. Лиана сказала: «Ты спас мне жизнь». «Может быть», — ответил Кейл, — «но ты напомнила, зачем жить». Город потом рассказывал легенду о женщине, что бежала через тьму, и мужчине, что не отступил. И каждый, кто слышал эту историю, знал: иногда боль не ломает нас, она закаляет. Иногда именно огонь, который обжигает, становится тем, что освещает путь.